Объект номер, СКП-262 класс объекта, Евклид особые условия содержания. В настоящее время СКП-262 исследуется на возможность использования действующими агентами организации в операциях захвата других объектов. В опытах должны участвовать преимущественно командиры звеньев или руководители групп. Несанкционированное безнадзорное использование объекта не рекомендуется. Объект, не занятый в операциях, должен храниться в комнате с постоянным микроклиматом в зоне. Удалено. Под охраной минимум 2 сотрудников службы безопасности. Описание СКП-262 представляет собой светло-бежевый плащ европейского покроя, стилизованный под военную форму периода позднего 16, начала ХВВ. На объекте нет нашивок производителя или отметок мастера, что позволяет предположить то, что это единственный экземпляр опытного образца, который должен был поступить на испытание в войска в качестве примера новой военной формы. По видимости, он не был одобрен командованием, либо просто потерялся в пути, потому что подобная форма так и не появилась ни в одной армии. Плащ изготовлен из шерсти, большинству носящих доходит чуть ниже колен. Радиоуглеродный анализ волокон плаща не дал однозначного ответа о его возрасте, полученная оценка колеблется в диапазоне от 6200 до 6400 лет. Предположительно, сам объект был создан не так давно, а шерсть, из которой он был пошит, имела солидный возраст. В темной подкладке СКП-262 скрывается множество рук. Если носитель плаща распахивает его полы, эти руки мгновенно возникают с обоих боков подкладки, причем тот может ими управлять по своему желанию. Эти руки почти всегда человеческие, разных типов сложения и оттенков кожи, силы и длины. Ниже приведены несколько выделяющихся из общей картины примеров. Щупальца, напоминающие конечность рептилии, длиной 4 метра 13 футов. 4 полупрозрачных отростка конечностей из целлюлозы, длиной 10 метров, 33 фута, с 4 пальцами и 2 локтями каждый, без запястий. Когтистая лапа крупного кошачьего, возможно пумы или горного льва. Несколько случаев изредка появлявшихся случайным образом стоп и ног. Пространство под СКП-262, судя по его свойствам, не евклидово, да и сам плащ не ведет себя как вещь, существующая только в 3 измерениях. В одном из опытов испытуемому 402 метра было приказано надеть застегнутый плащ через голову. В процессе надевания плащ свободно упал на землю, а расходник бесследно исчез в его недрах. В дальнейшем отпечатки пальцев одной из конечностей, показавшихся из СКП-262, были идентифицированы, как принадлежащие 402 метра. Пользователь, надевший плащ нормальным способом, может управлять его руками по своей воле самыми разными способами. Испытуемый 301F был способен с их помощью без особых усилий делать одновременно множество дел, даже с повязкой на глазах, что позволило исследователям предположить наличие у СКП-262 восприятия и осознания обстановки даже в те моменты, когда ИК нет у его носителя. Ряд исследователей придерживается мнения, что СКП-262 обладает неким подобием разума после следующих сделанных ими наблюдений. Игра объектом на рояле 2 и более руками в то время, как носитель плаща не имел музыкального образования. Защита себя и носителя от одновременных атак с разных сторон. Несколько конечностей сражались друг с другом и, порой, действовали вопреки воле носителя. Каждый раз, как испытуемый пытался закурить, одна из дополнительных конечностей вынимала сигарету у него изо рта и выкидывала вон. В другом случае она, напротив, пыталась поместить сигарету в рот некурящему пользователю и зажечь ее. История появления СКП-262 был получен организацией под содержание, когда администратор сдавал свои дела в середине 20 века. Благодаря своим исключительным правам администратор смог оставить в тайне как происхождение объекта, так и то, как плащ к нему попал и для чего использовался ранее. Управляющий передал СКП-262 организации со словами: «В правильных руках эта вещица может сослужить неплохую службу, в неправильных руках способна принести немало бед. А в руках у меня она просто становится пыльной и…» Приложение 0.1. Некоторые заметки из проведенных опытов по исследованию свойств СКП-262. Дело номер 262-11. Выворот СКП-262 наизнанку. Запись номер 7. После надевания СКП-262 испытуемый 722 метра попытался втянуть правую ладонь внутрь, чтобы вывернуть рукав наизнанку. Внезапно раздался вой множества неустановленных голосов. Испытуемому было приказано продолжить выворачивание рукава. Из-под подкладки плаща показалось множество конечностей, напавших на 722 метра. Пытаясь избавиться от СКП-262, тот попытался быстро вытащить свою правую руку, но только окончательно вывернул рукав.
Из противоположной полы объекта появилась длинная рука с бугристой кожей, обернулась вокруг спины и нырнула в запавший рукав, ухватив 722 метра за ладонь, после чего так резко дернула его наружу, что оторвала ее по плечу. Как только рукав СКП-262 вывернулся назад, все дополнительные руки убрались и завывания стихли. 722 метра была оказана необходимая помощь, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Дело номер 262-42. Надевание СКП-262 на манекен. Запись номер 1. СКП-262 был надет на манекен правильных пропорций, облаченный в костюм служащего организации. Через несколько минут из-под пола плаща появилась человеческая рука. Она несколько раз потыкала манекен с разных сторон, очевидно из любопытства, и убралась. В оставшееся время опыта не было зафиксировано никакого движения. Запись номер 4. Исследователи натянули СКП-262 на манекен через голову другого идентичного манекена. Через мгновение тот исчез внутри СКП-262, упавшего на пол. Приложение. Во время следующего испытания из СКП-262 высунулась жесткая деревянная рука, похожая на руку пропавшего манекена. Дело номер 262-307. Облачение недавно скончавшегося человека в СКП-262. Запись номер 1. Исследователи одели в СКП-262 недавно погибшего в эксперименте с СКП удалено расходника. Тело было целое, без повреждений. Его посадили в кресло. Через небольшой промежуток времени из-под пола высунулась человеческая рука и вытянулась перед лицом покойника, потыкала в него с разных сторон и убралась назад. Через чуть больший промежуток времени труп внезапно начало сильно трясти. Раздалось щелканье и хлопки, а руки мертвеца внезапно втянулись в рукава. Треска прекратилась. Из-под воротника со спины плаща высунулась рука и повернула голову трупа вправо вверх. Из щелей между застежками на груди и животе вылезло множество рук, выпрямивших тело. Две бугристые руки появились снизу и ухватились за лодыжки. СКП-262 поставил мертвеца на ноги, а в пустые рукава просунул две конечности из целлюлозы. СКП-262 попытался нарушить условия содержания, напав на охрану. Для оказания помощи силам безопасности на участок прибыла МОК-Эпсилон-9 пожиратели огня. С помощью огнеметов МОК-9 сумела загнать СКП-262 в тупик одного из коридоров. Оказавшись отрезанным от выхода стеной огня, объект вынул руку, потянувшую плащ с тела вверх, после чего тело расходника исчезло, а сам СКП-262 опал на пол. Невыясненным осталось то, были ли намерения СКП-262 индуцированы самим объектом, или он просто выполнял последнюю волю покойника.